Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз делаем для представителей знака Рыбы. Давайте посмотрим, что у рыбок происходит в первой половине месяца марта. Первые 2 недели с 1 по 15 марта мы сделаем наш расклад. Пишите, кому такой вариант расклада интересен, кому такой формат подходит. Буду очень рада ответить на ваши сообщения, на ваши комментарии. Также не забываем подписаться на мой YouTube канал, если вы еще этого не сделали, тоже буду очень рада новым зрителям. Итак, рыбки, давайте посмотрим. Расклад у нас сегодня на колоде 78 дверей. Давайте посмотрим, что же она покажет сегодня нам о вас, да, о вашем знаке. Так, начнем. Давайте посмотрим. Первая карта у вас сразу выпадает карта повешенной. Давайте я чуть-чуть, может быть, выше подниму, немножечко выше, чтобы больше помещалось. Так, карта повешенная. То есть, да, возможно, некоторые из вас здесь, будут находиться в состоянии тупиковой какой-то остановки, паузы, возможно, необходимости даже посмотреть на какие-то вещи по-другому, то есть более глубокое понимание или более широкие взгляды на ситуацию здесь могут у вас быть, на какие-то вещи. Может быть, вам придется пойти на какие-то жертвы, чтобы в конечном итоге продвигаться вперед, чтобы добиться определенного успеха. То есть вы здесь находитесь все равно в любом состоянии, таком, знаете, каком-то как связанном. Также здесь 4 мечей, то есть у вас здесь прям, знаете, такой инсайт, взгляд внутрь себя, вглубь себя, попытка разобраться в своих мыслях, в своем отношении к какому-то вопросу важному. То есть по 4 мечей вы прям пытаетесь заняться таким анализом ситуации, проанализировать, может быть, самоанализом заняться, может быть, лучше понимаете себя и свои потребности, свои желания здесь. То есть вы видите по-другому какие-то вещи, у вас есть возможность сделать шаг назад, заглянуть вглубь себя. Действительно остановиться, обдумать, может быть, какие-то новые перспективы, прежде чем принимать какие-то важные решения о дальнейшем движении. Здесь в целом может быть какая-то ситуация с непростым решением. Может быть, вы наблюдаете что-то, что связано с определенной ситуацией, достаточно непростой, и она, может быть, тоже загоняет вас немножечко в тупик. Это дает вам ощущение вот этой сложности. Опять-таки, возможно, приходится идти на какие-то жертвы, прежде чем сделать какие-то шаги, может быть, или получить возможность двигаться вперед. Давайте посмотрим, что еще здесь у вас будет. Да, первая карта такие. Карта Дьявол, карта Козерога. Может быть, у кого-то здесь что-то важное будет связанное с Козерогом. Карта Дьявол, Карта Дьявола, она часто представляет собой ситуацию, может быть, работу какую-то или проект, может быть, в отношениях какую-то ситуацию, которая связана с нездоровой, с токсичной атмосферой, с токсичной энергией. То есть в чем угодно это может проявляться, какие-то зависимости или какие-то проблемы со здоровьем, или проблемы с властью и с умением себя контролировать. То есть что-то здесь будет иметь навязчивый такой характер. И вашей главной здесь задачей будет не поддаться вот этому влиянию, собственно, дьявола. Тут же 3 пентаклей, командная работа и желание сотрудничать с кем-то, о чем-то договариваться, о какой-то партнерской работе, возможно. Возможно, вы хотите с кем-то о чем-то договориться, чтобы объединить усилия в достижении целей, которые для вас важны. И с картой дьявола рядышком они здесь может показывать неудачное партнерство или неудачное сотрудничество, или какой-то неудачный проект, или когда вот вы планировали что-то сделать от и до, с начала и до конца с каким-то человеком, с которым вы считали, что вы связаны, или что вы там партнеры по бизнесу или в отношениях, и что-то пошло не так, и ваши планы, они не реализуются так, как вам бы хотелось, соответственно, и вы считаете, что это неудачное сотрудничество, не получается делать так, как вот вы себе наметили, как вы себе задумали. То есть вы как будто бы в этом партнерстве немножечко застряли, в этом проекте, в этой договоренности, возможно, потому что вы считаете, что вы не сообща работаете. Какая-то все равно здесь нездоровая ситуация. Может быть, здесь
И любые на самом деле моменты или в отношениях, или рабочие какие-то моменты, но вы как будто заходите в тупик в этом совместном процессе. И здесь очень много токсичной этой ограничивающей энергии вместе с картой дьявола, которая у вас здесь есть. Ну, такое впечатление, что в целом в этот период у вас происходит какое-то такое другое понимание и видение ситуации, осознание ее по-другому. Возможно, вещи какие-то становятся более заметными и явными, которые вы раньше не замечали. Да? Может быть, вы раньше не обращали на них внимания здесь. Может быть, здесь вам нужно какой-то просто перерыв сделать, не знаю, даже в работе, паузу, какой-то отпуск небольшой взять там на неделю. Вот, может быть, что-то такое вам здесь будет необходимо. То есть вам нужно сначала тщательно что-то обдумать, потом только действовать. Не действовать в пылу момента, не действовать в порыве какого-то вот, да, своих эмоций или каких-то сиюминутных таких желаний, или каких-то мыслей, которые вам захочется резко высказать. Да, то есть здесь нужно быть в целом осторожнее. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Есть девятка пентаклей. Опять-таки, она рядом с этой тройкой пентаклей здесь у вас выпадает. И в целом-то она показывает, что вам хотелось бы, опять-таки, удачного сотрудничества. Вот она, тройка пентаклей с девяткой пентаклей. Может быть, вам хотелось, опять-таки, мы говорили, да, про партнерские отношения, а может быть, отношения любовные. Вот здесь парень и девушка заходят в дом, их встречают. Может быть, вы хотели здесь дальнейшего развития отношений там, с вашей второй половинкой, не знаю, познакомить с родителями или какие-то такие вот важные здесь этапы пройти, да, вот в этих отношениях. Но что-то вот как будто может идти не так. И по карте дьявол, по карте повешенный вы понимаете, что эта ситуация как будто бы застопорилась, да, такую паузу получила. Следующая тройка мечей, карта разбитого сердца. Здесь она в виде такой карты, да, изображает старушку с этими иголками, с этой куклой Вуду. Ну, на самом деле, не знаю, почему она здесь так изображена. Все равно основное значение — это боль в сердце, разбитое сердце и переживание из-за того, что какое-то партнерство неудачное. Да, то есть что-то вот не получается так, как вам хотелось. Не так складывается, как вы себе спланировали. Это разбивает вам сердце, может быть, это вызывает у вас какие-то разногласия и конфликты, соответственно. Да, это может и между двумя людьми происходить, а может происходить в профессиональной деятельности. Я уже говорила, когда команда не работает так, как вам нужно, не так слаженно, как нужно. И в целом есть вот эта карта глубокого разочарования из-за того, что не получается так, как, возможно, хочется. Да, хотя вот эта девятка пентаклей, она опять-таки говорит, что вам нужно идти своим собственным путем. У вас уже очень много есть достижений, вы очень много работали, чтобы получить то, что у вас есть сейчас. Ваши мудрость, может быть, какой-то опыт, ваши навыки, ваши деньги, в конце концов. То есть у вас здесь достаточно хорошая изначально уже позиция. Вы уверены в себе, и у вас есть чувство собственного достоинства, которое вы на этом пути обрели. Да, поэтому здесь не нужно отчаиваться, если что-то не получается у вас, потому что вы и так независимы. Да, может быть, вы думаете о том, чтобы пойти своим собственным путем, если в команде, в вашей командной работе, в профессиональной деятельности что-то не ладится. И вы думаете, так, в совместной работе не получается, открою свой собственный бизнес, да, пойду отдельно работать буду. Вот может быть такой тоже момент. Хотя вы, возможно, еще не приняли какого-то окончательного решения, и вы можете думать о том, как же достичь, как развить свои цели, как добиться того, что вы изначально хотели, чего вы хотели, к чему стремились. Да, возможно, вам здесь нужно будет что-то поменять в своих взглядах, тем не менее пойти своим путем. Давайте посмотрим, что еще здесь у нас есть. У нас есть карта правосудия, карта справедливости, так называемая, карта опять-таки страшного суда. То есть и там суд, по сути. То есть по карте правосудия, по карте страшный суд, можно говорить, что у вас здесь есть опять, мы говорили уже, да, возникающие, возможно, какие-то конфликты, разногласия. Возможно, вы здесь, замечая какие-то новые детали, какие-то новые моменты, хотите добиться от кого-то справедливости, честности, честно с кем-то что-то обсуждаете, выясняете, решаете какие-то бумажные вопросы, да, с документами, какие-то вопросы, если это работа. Возможно, так. Но вот вам как будто бы нужно здесь будет по правосудию выяснить
что для вас важно, что важно для вашей второй половинки или людей, с которыми вы работаете. Как бы, да, это вызовет определенный какой-то диссонанс, здесь какие-то разногласия, возможно. Но вам нужно это сделать, чтобы обсудить, проговорить, выяснить какую-то токсичную ситуацию. Или если вы не можете получить то, чего вы хотите в отношениях, опять-таки обсудить это, почему вы это не получаете. Почему вы не можете получить то, чего вы, собственно, от этого человека ожидаете. И по страшному суду могут подниматься какие-то серьезные вопросы, какие-то серьезные для вас вещи, соответственно, да, по страшному суду, когда вы должны будете принимать решения, когда вы должны будете здесь, может быть, кардинально что-то поменять в своих взглядах, в своем отношении в этой ситуации. Давайте еще посмотрим. Карта Шут. Новый путь, новое путешествие, возможно, выход из зоны комфорта, который у вас здесь намечается, как будто нужно начать все заново, да, по-другому. И влюбленные принять решение, которое будет основано на моральных, на этических принципах, потому что есть правосудие, и на чувствах. То есть сделать то, что будет не только для вас хорошо, но и для остальных тоже хорошо, участников, соответственно, этого процесса. То есть вы должны понимать, что то, что вы здесь делаете, оно будет отражаться еще и на других людей. И поэтому вам здесь нужно принимать решения, исходя из своего вот этого морального ориентира, может быть, своих каких-то моральных установок в жизни, которые для вас здесь будут особенно важны. Ну да, здесь карта, которая показывает, что вы перед важным выбором стоите, и вы обсуждаете с другим человеком это важное решение, этот важный выбор. Понимаете, что по карте Шут это совершенно вот как новый период для вас начинается, совершенно новый этап для вас начинается по карте Шут. И здесь, карта Дьявол. Карта Дьявол, по сути, карта Дьявол. Вот это страстное ваше желание, вот вы чего-то очень сильно хотели, или какую-то сильную привязанность имели к какому-то человеку, или какой-то вот вашей сильно желаемой цели, соответственно. Здесь же у вас есть 8 жезлов, большой импульс такой и радикальная такая энергия по рыцарю жезлов, быстрое действие. То есть здесь ситуация может выйти из-под контроля, или вы видите, что ситуация может выйти из-под контроля и ухудшиться. Поэтому в личных отношениях, независимо от характера того, что тут происходит, может быть, человек находится во власти какой-то одержимости или зависимости или чего-то подобного. Может быть, вы сильно привязаны к этому человеку, соответственно, тяжело вам оторваться от этой ситуации, от этого человека. Допустим, может быть, к вам кто-то возвращается из ваших бывших, да, и поэтому карта Дьявола. Есть много страсти, привязанности, но при этом вы понимаете, что вы будете загоняться в тупик. Опять по тройке мечей это может разбивать вам сердце. И тройка пентаклей, 9 пентаклей, что вам сложно будет строить эти отношения совместно, да, что-то выстраивать, потому что, и 9 пентаклей, ваши уже какие-то идеалы, они очень высокие, может быть, не соответствуют этому человеку, может быть, он не сможет дотянуться до них, может быть, вы и так уже достаточно самодостаточные, уверенные в себе, и вам уже не нужны такие отношения, знаете, где нужно кому-то что-то доказывать, по правосудию что-то выяснять, да, то есть вы здесь кардинально что-то меняете в своем отношении, начинаете новый путь, новое движение для вас здесь. Поэтому здесь может быть и такое на самом деле значение, если мы говорим про отношения для кого-то из вас. Кстати, может быть, здесь человек огненного знака, это лев, овен или стрелец, потому что все-таки здесь есть эта карта рыцаря жезлов у вас, да, которая выпадает. И 8 жезлов это происходит достаточно быстро и требует от вас какого-то быстрого решения, быстрого принятия решения. Давайте посмотрим еще, что здесь есть. 8 пентаклей. 6 пентаклей, карта 7 жезлов. То есть, да, для вас действительно здесь, знаете, ситуация может быть такая непростая по 7 жезлов, когда вам нужно будет продолжать свою работу, не пускать все на самотек, продолжать делать то, что вы делаете, делать какую-то работу свою качественно, да, то есть стараться не перенапрягаться, защищать себя в определенной степени от какого-то перегруза, но тем не менее продолжать выполнять работу, но не позволять никому вами воспользоваться или вашим трудом, или вашими эмоциями какими-то. Да, если новый человек появляется какой-то или старый кто-то из бывших отношений и пытается как-то вами манипулировать. При этом, если мы говорим о
поддержки со стороны, то шестерка пентаклей. Вам нужно позволять окружающим вам помогать. И тоже по шестерке пентаклей быть открытым для того, чтобы помогать другим, чтобы, возможно, уйти от каких-то своих токсичных тоже убеждений, установок или желаний и прислушаться к тому, что важно другим людям. Может быть, у вас было какое-то очень сильное желание добиться своей цели, которая для вас важна по дьяволу, и вы хотели кого-то, тройка пентаклей, уговорить, убедить, что это очень важно, давай сделаем так, давай вот будем там этот проект выполнять, допустим, или вот в семейных отношениях каких-то, да, вот это вот важно для вас, а вы пытаетесь вторую половинку или своих детей уговорить, убедить, что это для всех важно, давайте все будем на эту цель работать, а оно им не нужно совершенно. И, возможно, вам нужно будет в этот период времени не конфликтовать с ними, не ссориться, не доказывать ничего, а понять, что они тоже имеют право на свою точку зрения, увидеть их, их глазами эту ситуацию, посмотреть по-другому на эту ситуацию, понять, что не только ваши желания должны реализовываться, осуществляться, что ваши желания не могут осуществляться через жертвы других людей, через какие-то потери, да, у других людей времени или каких-то эмоциональных там срывов, потому что вам важно, вам нужно, да. То есть здесь вот нужно еще и на это ориентироваться, что по карте дьявол, может быть, у вас есть какое-то сильное желание, страстное желание. Вот я хочу, да, и давай сделаем, давай будем. Вот мне нужно, меня не интересует, вот хоть трава не расти, а я хочу, да, добиться какой-то цели для вас очень важной. Нужно понять, что не все зависит только от ваших желаний. Да? Очень многое зависит от окружающих людей, от их вклада по тройке пентаклей, от того, захотят ли они работать на эту цель, вообще нужно ли им это, понимаете? Вот что-то в таком духе здесь, скорее всего, и происходит. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака, для рыбок, мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!